Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, перед вами вот эта очаровательная мать с ребенком не случайной. Сегодня мы с вами будем учиться призывать матерей рода. Каждая женщина, которая родила ребенка, естественно, становится матерью. Официально, если она еще и выполняет функции матери, то и в духовном плане. Каждая мать со временем становится бабушкой. Но, по крайней мере, желательно, чтобы она стала бабушкой, чтобы имела продолжение рода. Потом она становится прабабушкой. Потом, когда ее уже нет, она в любом случае становится прапрабабушкой. Хотя физически ее нет на этой земле, но ее генетика продолжается в детях, внуках, правнуках. Через каждые 7 поколений, чтобы вы знали, мы начинаем, то есть перерождение не в том смысле, что кто-то рождается вновь в роду, нет. Физическое перерождение. Мы начинаем повторять своих бабушек и прабабушек. Мы можем быть похожи и на своих родителей, и на бабушек ближайших. Но через каждые 7 поколений рождаются дети, которые похожи и характером, и внешними данными на своих предков, которые были 7 поколений назад. Вот вы похожи, если вы похожи на своих бабушек ближайших, сегодняшних, то значит 7 поколений назад были именно с такими схожими чертами лица, и как ваши бабушки, и как вы. То есть мы можем быть похожи на ближайших родственников и на родственников, которые были дальними. Каждые 7 поколений полностью повторяемся. Вот вы сегодня живете, и пусть вам боги дадут дожить вашу жизнь до последней секунды, столько, сколько вам положено, не уходите раньше. Через 7 поколений вы, точная ваша копия, родится либо у линии вашей дочери, либо сына, но родится ваша точная копия с вашим характером, с вашими чертами лица, с вашими предпочтениями. Даже знак зодиака и год по восточному календарю, как принято считать, или по западному, или по азиатскому, неважно. По всем этим параметрам родится ваша копия. Только душа будет не ваша. Душа будет совершенно другая, а ваша душа будет в иных мирах. Понимаете, да, связь поколений? Почему наши предки оберегают род? Пока мы живем на земле, любой наш хороший поступок, достойный поступок, это плюс, это энергия, которая идет нашему роду. Мы, естественно, уже не знаем наших очень далеких прабабушек, прадедушек, кто они были, как их звали, чем они занимались, но за исключением благородных таких родов, которые тоже примерно могут знать, кто были их предки. Ну, еще и, если учесть, например, княжеские
роды, которые не прерывались и не терялись в истории, а вот как бы считались, ну вот, королевские, значит, династии, царские династии. Там четкая очередность идет, кто после кого родился, кто от кого продолжает свою линию. Но они еще могут, да, точно знать, кто был их непосредственным предком 7-8 поколений назад. Мы с вами уже, увы, такой возможностью не обладаем. Но, невзирая на то, какие крови вливаются в ваш род, с кем вы становитесь родственниками, близкими, невзирая ни на что, каждые 7 поколений – это воспроизведение генетических копий своих предков. Так вот, генетически, то есть наше родовое древо на том свете существует. Существует родовое древо всех родов, всех людей. И чем больше известных людей в этом роду, чем больше меценатов, чем больше людей, занимающихся, скажем, благотворительностью, спасающих детей, собак, кошек, больных людей, помогающих, да вообще воюющих, имеющих воинов в роду и так далее, тем сильнее этот род. То есть чем больше вклад в человечество, тем больше энергии, благословения идет этому роду. И род там существует, и род там усиливается дальше, пропитывается этой энергией своих потомков и очень твердо там существует. То есть берет энергию. Им нужно, чтобы у них было продолжение. Именно поэтому, как только с их потомками случается какая-то беда, то род спешит на помощь. И чем сильнее и благороднее род, тем сильнее и быстрее приходит помощь. Даже люди, которые не знают свой род, ну, предположим, приемные дети или брошенные дети, подкидыши, неважно. И у них тоже может быть родовая защита, потому что в их роду ведь были не только никчемные их родители, которые так поступили. Наверняка в их роду были и достойные люди, иначе бы этот род не дожил до наших дней. Если бы род был слабый, вырождающий, он бы просто не дожил. Если он дожил, если вот этого ребенка оттуда вели, помогали, дали возможность в какой-то семье пережить эту бурю, вырастить, стать хорошим человеком и так далее, значит, этот род оттуда помогал и вел. Поэтому люди, у которых, казалось бы, не было прошлого, не надо думать, что вы изгои мироздания, вы не нужны, у вас нету рода, и поэтому вам некому обращаться. У вас такой же род, как и у всех людей, у всех детей на земле и уже выросших людей, то есть с детства. Друзья мои, есть очень много людей, которые, казалось бы, выросли с родными своими родителями в родной семье, но их жизнь была намного хуже, чем у тех сирот, которые росли в детских домах. Поэтому не нужно сравнивать, что если у человека там не было родных, ну, значит, и к роду обращаться нечего, у него же нет рода, как бы, вот он сирота. Нет, этот род есть, и придут именно те сильные духи, которые изначально были родоначальниками этого рода и помогут вам. Теперь связь поколений должна быть. Род заинтересован в том, чтобы их поколение, их потомки здесь жили. Жили и подпитывали, отдавали им энергию памяти постоянно.
Вы помогли бабушке перейти через дорогу. Бабушка вас благословила, сказала спасибо. Эта энергия благословения идет вашему роду. Вы хороший учитель, выпускаете там детей, поколение воспитали, вас благодарят, вам делают комплименты. Энергия благодарности идет вашему роду. Вот, то есть, смотрите, вы для того, чтобы получить благословение своего рода, должны жить здесь достойно. И чем достойнее ваша жизнь, чем правильнее ваша дорога, чем больше вы делаете добра на этой земле, тем больше ваш род усиливается и может вам помочь еще больше оттуда. Поэтому как только у вас начинаются трудности, бывали случаи, когда люди, не зная, как себя вести, просто шли на могилу деда, бабушки, рассказывали о своей беде, плакали и просили о помощи. И через некоторое время их вопрос решался. Потому что родные мертвецы, то есть мертвые, ну, для Вселенной нет понятия мертвые, это для нас они мертвые. Мы говорим мертвые, ушедшие, там, покойники и так далее. Но для Вселенной нет покойных, они все живые. Они просто сбросили свой скафандр мирской, ушли, и их души есть. Есть, друзья мои, это... Вот даже на секунду не сомневайтесь, что после смерти человека есть душа. Даже ученые это уже приходят к этому выводу. Многие врачи, казалось бы, они люди, скажем, науки, да, они должны просто в это, ну, как бы к этому относиться скептически. Патологоанатомы, которые раскрывают умерших и так далее. То есть они меньше всего склонны быть скептиками. Верят эти люди. Они видели. У меня была знакомая, которая работала патологоанатомом. Не сейчас работает. Ну, просто давно мы уже не виделись. Она уехала из России давно по контракту, еще в 2000 каком году, не помню. Вот. Привезли девушку, погибшую. Она рассмотрела все, ее, значит, записала, что она должна была произвести вскрытие, и что-то забыла в кабинете, сошла, чтобы взять эти бумаги. Она говорит, голову просто подняла, смотрю, женщина какая-то идет, она, ну, не разобрала сначала и говорит, мол, девушка, подождите там, что вам нужно, а потом резко я поняла, она говорит, что я где-то ее видела, и только что увидела ее. И она поняла, что это та самая. Та пришла, вот так встала, посмотрела на нее и исчезла. Ее трясло. Она врач с большим стажем, еще тогда, где-то 17 лет она работала. Не могла пойти туда. Понимаете, вот она это увидела. И она трезвенник, она разумный человек, она ерундой не занимается. И первый раз в жизни она это увидела. Хотя до этого вообще не верила в это все и говорила, что это все сказки, пока сама не увидела. Так что они есть, нас слышат и помогают. Так вот, если в вашей жизни сыпятся проблемы, не решаются, магия, в принципе, помогает человеку решить вот проблему сегодняшнюю. Или долгосрочно решить. Смотря какая проблема, в принципе. Если проблема решилась, и запомните, чем выше поднимается человек, благодаря ритуалам, благодаря своей работе, благодаря чему, неважно, но начинает подниматься, появляются завистники. Первый период такой сложноватый. Вот ты был человек безработный, без денег, без ничего, а потом в течение 2-3 лет резко начинаешь подниматься, машину покупаешь, дом покупаешь. Естественно, начинается зависть. Зависть вокруг, ненависть и так далее. И опять же обращаешься к магии. Сколько человек живет, столько у него будут проблемы различного рода.
эту проблему решил человек, создал семью, все хорошо, встретил нужного человека, замечательно. Через некоторое время начнется конкуренция, значит, касаемо его там магазина, его дела, да, кто-нибудь придет рядом, поставит такой же товар. Теперь этому человеку надо избавиться от этого конкурента недобросовестного. Избавился, живет дальше, работает, поднялся. Теперь начинается зависть. Потом муж ее кому-то понравился. Вся жизнь у нас в проблемах, трудностях. Нам это все дается для того, чтобы мы не расслабились, чтобы наш мозг был приучен решать проблемы. Поэтому, друзья мои, да, магия помогает вытаскивать человека из болота, спасает. Но мы должны понимать, что мы живем в социуме, то есть в обществе. А общество людей разное. Кто-то начинает мешать, кто-то начинает завидовать, кто-то начинает вредить прямо открыто и прочее. Но еще психически больных людей огромное количество, одержимых людей большое количество. Это я не просто говорю. Есть очень много упырей, которые в человеческом обличии, вроде бы человек, но абсолютный упырь. Знаете, вот так иногда посмотришь. Мне одна женщина рассказала, что ее подруга постоянно приходила и говорила, что ой, ты знаешь, я сегодня твоего мужа... Ну, ладно, не хотела рассказывать как-то. Нет, расскажи, а что случилось, естественно, если ты уже начала, женщине надо знать, она все равно добьется своего. Расскажи, ну, может, я ошибаюсь, может, это был не он, не знаю. Может быть, мне показалось. Мне кажется, у него там рядом в машине какая-то женщина сидела. Это больно. Боль от предательства, измены никогда не проходит. И женщины, которые говорят, что я его простила, мы там вместе живем, ерунда полнейшая. Она всю жизнь будет не доверять ему, всю жизнь будет оглядываться, всю жизнь будет спрашивать, чем она лучше меня. Это уже на всю жизнь. Поэтому, когда травят душу вот этим вот... А вот я видела там это, я видела то... И она сказала, что я заметила, что когда я переживаю, нервничаю после таких рассказов, что, может быть, у него там кто-то есть и так далее. Значит, один раз она пошла в ванную, заплакала и вышла незаметно, и подруга не заметила. Она сидела на кухне после своих рассказов, значит, пила чай, а эта пошла плакать. Вернулась и видит, что у подруги такая улыбка до ушей, она так счастливо сидит, улыбается, что ей стало дурно просто от этого всего. Вот смотрите, хорошо в жизни, муж с женой фирму открыли, поднимаются. Приходит вот эта вот гадюка, значит, заползла в их семью и начинает травить эту семью, понимаете? Вроде ничего плохого же она не делает, она же говорит, мне могло показаться, может, я ошибаюсь, но я что-то вот слышала вот такие слухи, да ты не обращай внимания, конечно, и так далее. И кайфует, то есть она их ссорит, она радуется их боли. Упырь, понимаете, ей хорошо. Какие у нее там намерения? Зависть, может быть, она одинока, а у нее есть муж. Ну, не все одинокие женщины такие твари. Есть одинокие женщины, ну и что? Она так предпочитает в одиночестве жить и никому не завидует. Она не хочет, устала она там от никчемных мужиков, ей так хорошо. Это не значит, что она пришла в ваш дом, там, вашего мужа забрать. Нет. А есть такие твари, да, вот и такого типа. И вот смотрите, одну проблему она решила, вторую решила через магию. Но опять появилась проблема. Теперь надо решить эту проблему, то есть убрать этого человека из жизни. Если она не умеет, если у нее силы воли не хватает, взять ее, выкинуть из дома, она должна сделать так, чтобы та не пришла больше. Видите, постоянные проблемы, которые нужно решать. Мы пока живые, у нас будут проблемы. Самое главное, чтобы у нас был инструмент это решить. Я не помню, кто сказал, что счастлив не тот человек, у которого нет проблем, а тот, который со своими проблемами удачно справляется. Вот то же самое. Проблем нет только у мертвого. Вот он лежит, у него нет проблем там больше. А пока человек живой, у него будут проблемы и трудности, все что угодно. Он должен с этими проблемами справляться. Итак, вам нужно набрать воды,
либо из источника, ключевую воду, чистый источник воды, либо речную воду. Водоканал искусственный не подходит. Море, там озеро, упаси вас боги, и туда не подходите, потому что это стоячая вода, она не двигается. Это река, это ручеек, символ, значит, движения, символ жизни, судьбы. Идет вперед движение, двигается жизнь. А все остальное это застой. Поэтому оттуда воду не набираем. Значит, бегущая вода. Берем. Вот речка у вас есть, неважно, там чистая вода, нечистая, это, в принципе, питьевая вода, это и есть наши запасы, да, это реки пресной воды. Но вам не для питья, не чай варить. Поэтому вы просто набираете в банку маленькую или в бутылку, неважно. Вот просто набирайте этой воды, молча, без разговоров, тихо так идете, набирайте любой день, приносите домой. Можете в холодильник поставить и через некоторое время, когда вам удобно, начать эту работу. Воды много не надо, там пол-литра достаточно вполне. Речная вода. В полночь с 00:00 до 003, вот с полночи до 3 ночи. В это время надо укладываться. Кроме воскресенья и понедельника. Неважно, мужской или женский день. Объясню почему. Потому что этот ритуал могут провести и мужчины. Они тоже имеют право обращаться к праматери своего рода за помощью, понимаете? Праматерям. Полукругом, значит, зажигайте 6 свечей, обычных восковых свечей. Свечи маленькие. Эту воду наливайте в какую-нибудь емкость. Можете в керамический, можете там металлический, вообще не важно. Но не закрывайте вверх. Ставите посреди, вокруг, полукругом, зажигайте свечи в полночь. С полночи до 3, то есть вот в это время. Далее. Снимайте с себя все украшения, все. И обручальные кольца, все, что у вас есть. Все это вы должны абсолютно быть свободны. Без ничего. Положите куда-нибудь, потом наденьте обратно. Цепочки, кольца, все. Надевайте на себя рубашку. Одну только рубашку. Нижнее белье, естественно, и рубашку сверху. Садитесь, начитывайте 6 раз, после чего оставляйте свечи догореть. Эту чашу с водой или емкость с водой уносите там в ванную. Нужно помыть руки, лицо и налить себе на ноги чуть-чуть. В конце просто вылить на ноги. Можете прям стоя в ванной или там в душевой это все проделать. И лицо, и руки протирайте рубашкой. Так, протирайте и все, оставляйте сушиться. То есть, не снимайте себя. Полотенцем не нужно вытирать. Все оно само высохнет. Ничего страшного, там не особо много. Возвращайтесь назад. Свечи должны догореть до маленьких огарков. Потушите эти свечи. Ложитесь спать. Вам приснится всякий сон. Может быть, сон предупреждающий. Может быть, просто необычный сон. Сон будет спокойный. Отключитесь. Просто отключитесь и проснетесь утром. Вы как попадете в какой-то иной мир, а утром проснетесь бодрые, спокойные, без каких-то нервов и так далее. На следующий день берете эти 6 свечей, берете черный хлеб, можете бородинский брать, любой черный хлеб. Либо продают прям кусками, вот 6 кусков там надо вам выбрать, а можете разрезать на 6 кусков.
относите эти свечи, это черный хлеб, под дерево, кладете просто. Привязываете красную ленточку, возьмите заранее, да, красную ленту. Ну вот, которым там эти букеты продают, вот такую вот ленту купите, обычную просто. Не длинную так, сантиметров, не знаю, 30, вот 40 достаточно. Привязывайте к ветке. Это можно делать в любое время года, без разницы. Если река замерзла, возьмите оттуда снег. И пусть дома растает. Привязывайте эту ленту и говорите: мой призыв да будет услышан. И уходите без оглядки. В тот же день надо, то есть ночью вы провели, следующий день откупайтесь. Если вам нужно на работу, сходите на работу, после работы идите. Это все оставьте. Но в течение дня вы должны откупиться. И вы увидите, с какой быстротой просто отсеются все эти люди вокруг, которые вам мешают жить. Как они будут наказываться? Наступит просто буквально безумие. Они сами будут между собой, значит, ругаться. Они будут те какие-то безумные поступки совершать, ошибаться. Если хотели вам что-то там сделать, навредить, абсолютно все двери перед вашими врагами просто захлопнутся. Вот будут закрываться и все. Уволятся люди, которые на работе вас доставали. Заболеет начальник, который вас обидел. Вот такое будет ощущение, что вот целая армия духов ваших родных спустились и их просто уничтожают и убирают с вашего пути. Это ощущение будет у вас. Вы не должны жалеть никого из тех людей, которые будет наказываться. Не злорадствуйте, но и не жалейте этих людей, потому что просто так никто не наказывается. Просто так невинно никто отвечать не будет. Будут отвечать те, кто против вас замышлял. Даже те, на кого вы не подозревали просто. Но ваши бабушки, прабабушки это все прекрасно слышали и видели. Итак, речная вода, 6 свечей, 6 раз читаете, моете лицо, руки и выливайте на ноги. Потом лицо и руки рубашкой обтирайте, перед этим снимая все свои украшения. Потом можете надеть и лечь спать. Далее свечи оставляете догореть до маленьких огарков, потушите, идите спать. На следующий день 6 свечей, черный хлеб, разрезанный на 6 кусков, относите под дерево, кладете под дерево и завязываете красную ленту на ветку дерева. Говорите слова, которые вам уже было сказано, и уходите. Все. Время от времени можете повторить этот ритуал, но только по очень острой необходимости, когда действительно уже нет возможности, не знаете, как спастись. Оно может спасти вас от преследований, от банкротства, от безысходности. Может помочь вам, если у вас началась какая-то страшная болезнь. Еще раз говорю, болезни должны лечить врачи. Не пропускайте тот период, который нужен, чтобы вылечить болезнь. Болезнь должны лечить врачи, не тратьте туда-сюда, бегая и спрашивая, что можно делать и как. Но если вы попросите помощи у своих прабабушек и праматерей, естественно, они помогут, укрепят вас и помогут вам встретить того врача, который вам поможет. Они усилят ваш организм, и лечение пойдет впрок. Понимаете? Когда заодно и помогает эта сила, вспомогательная сила рядом, естественно, все происходит и проходит намного лучше. Итак, заговор следующий. Мои бабушки и прабабушки, мои праматери и первоматери, вы по земле ходили, жили, любили, детей родили. И каждый в свое время телом в землю уходили.
а душой в вечность. Встаньте, поднимитесь, духом ко мне спуститесь. Во помощники обернитесь, будьте мне щитом да вспоможением. От ворогов защищайте, броню нерушимую дайте. Кто супротив меня встанет, ваша рука того достанет. Все двери моих врагов закройте, за моей спиной армии стойте. Всех супостатов бейте, гоните, недругов моих в бегство обратите. Храните продолжение своего рода. Невидимой рукой меня ведите, от всякого зла и беды спасите. Мои бабушки и прабабушки, мои матери, первоматери, духом ко мне спуститесь, и во помощники обернитесь, заклинаю. Мои бабушки и прабабушки, мои праматери и первоматери, вы по земле ходили, жили, любили, детей родили, и каждое в свое время телом в землю уходили, а душой в вечность. Встаньте, поднимитесь, духом ко мне спуститесь, во помощники обратитесь. Будьте мне щитом да вспоможением. От ворогов защищайте, броню нерушимую дайте. Кто супротив меня встанет, ваша рука того достанет. Все двери моих врагов закройте, за моей спиной армии стойте. Всех супостатов бейте, гоните, недругов моих в бегство обратите. Храните продолжение своего рода, невидимой рукой меня ведите, от всякого зла, от беды спасите. Мои бабушки и прабабушки, мои матери, первоматери, духом ко мне спуститесь, и во помощники обернитесь, заклято. Мои бабушки и прабабушки, мои праматери и первоматери, вы по земле ходили, жили, любили, детей родили. И каждый в свое время телом в землю уходили, а душой в вечность. Встаньте, поднимитесь, духом ко мне спуститесь, во помощники оборотитесь, будьте мне щитом да вспоможением. От врагов защищайте, броню нерушимую дайте. Кто супротив меня встанет, ваша рука их достанет. Или того достанет, без разницы здесь. Все двери моих врагов закройте. За моей спиной армии стойте. Всех супостатов бейте, гоните, недругов моих в бегство обратите. Храните продолжение своего рода, невидимой рукой меня ведите, от всякого зла и беды спасите. Мои бабушки и прабабушки, мои матери, первоматери, духом ко мне спуститесь, и во помощники обратитесь, заклято. Мои бабушки и прабабушки, мои праматери и первоматери, вы по земле ходили, жили, любили, детей родили, и каждое в свое время телом в землю уходили, а душой в вечность. Встаньте, поднимитесь, духом ко мне спуститесь, во помощники оборотитесь. Будьте мне щитом да вспоможением, от ворогов защищайте, броню нерушимую дайте. Кто супротив меня встанет, ваша рука того достанет. Все двери моих врагов закройте, за моей спиной армии стойте. Всех супостатов бейте, гоните, недругов моих в бегство обратите. Храните продолжение своего рода, невидимой рукой меня ведите, от всякого зла и беды спасите. Мои бабушки и прабабушки, мои матери, первоматери, духом ко мне спуститесь, и во помощники оборотитесь, заклято. Мои бабушки и прабабушки, мои праматери и первоматери, вы по земле ходили, жили, любили, детей родили, и каждое в свое время телом в землю уходили, а душой в вечность. Встаньте, поднимитесь, духом ко мне спуститесь, во помощники оборотитесь. Будьте мне щитом да вспоможением, от врагов защищайте, броню нерушимую дайте. Кто супротив меня встанет, ваша рука того достанет. Все двери моих врагов закройте, за моей спиной армии стойте. Всех супостатов бейте, гоните, недругов моих в бегство обратите. Храните продолжение своего рода, невидимой рукой меня ведите, от всякого зла и беды спасите. Мои бабушки и прабабушки, мои матери, первоматери, духом ко мне спуститесь, и во помощники оборотитесь, заклято.
мои бабушки и прабабушки, мои матери, мои праматери и первоматери. Вы по земле ходили, жили, любили, детей родили. И каждое в свое время телом в землю уходили, а душою в вечность. Встаньте, поднимитесь, духом ко мне спуститесь, во помощники оборотитесь, будьте мне щитом да вспоможением. От ворогов защищайте, броню нерушимую дайте. Кто супротив меня встанет, ваша рука того достанет, все двери моих врагов закройте, за моей спиной армией стойте, всех супостатов бейте, гоните, недругов моих в бегство обратите, храните продолжение своего рода, невидимой рукой меня ведите, от всякого зла, от беды спасите, мои бабушки и прабабушки, мои матери и первоматери, духом ко мне спуститесь и во помощники оборотитесь. Заклято. Все, друзья мои, вам достаточно правильно это провести, и результат не заставит себя ждать. Желаю всем удачи и всех благ.